В российском городе Иваново произошла авиакатастрофа. Разбился военно-транспортный самолет Ил-76. Воздушное судно потерпело крушение во время взлета для выполнения планового учебного полета. На борту находились 15 человек, 8 членов экипажа и 7 пассажиров. По сообщениям, среди погибших были летчики из Оренбурга, что подтвердил губернатор этой области. В интернете активно распространяются видеозаписи, на которых запечатлен горящий в воздухе самолет. Свидетели происшествия рассказывают, что кадры были сняты в Иваново, а крушение произошло на аэродроме «Северный», где также базируется самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. С этого места было видно густые клубы дыма. Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что на борту разбившегося Ил-76 были летчики из 117-го военно-транспортного авиационного полка, базирующегося в Оренбурге. По данным местных СМИ, самолет выполнял тренировочный полет. Он взлетел с авиабазы «Северный», но пробыл в воздухе всего несколько минут. Во время разворота у него загорелся двигатель, и при заходе на посадку в аэропорту Иваново-Северный борт рухнул в районе села Богородское. Министерство обороны России подтвердило факт крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области около часа дня 12 марта при взлете для выполнения планового полета. Согласно докладу с места авиакатастрофы в Минобороны России, причиной крушения стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. Очевидцы также свидетельствуют, что у борта в воздухе горел один из двигателей. Одной из возможных причин возгорания двигателя разбившегося Ил-76 в Ивановской области может быть разрыв роторной части, типичная проблема для старых двигателей Д-30, которыми был оснащен этот военно-транспортный самолет. Суть проблемы заключается в том, что после длительной эксплуатации из-за усталости металла может произойти разрыв роторной части двигателя. Поскольку роторы вращаются на очень высокой скорости, их осколки разлетаются подобно пулям и пробивают топливные магистрали, гидравлику и фюзеляж. В результате двигатель почти неизбежно воспламеняется. Отмечается, что этот недостаток пытались устранить еще в советское время, но безуспешно. Современные Ил-76 МД-90А выпускаются уже с новыми двигателями. Однако старые модификации все еще эксплуатируются. Например, разбившийся под Рязанью в 2022 году во время учений Ил-76 также имел возгорание двигателя. Тогда погибло 5 человек и 4 пострадали. Кроме того, появились первые кадры с места крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области. Видно, что пожар уже потушен, и на месте работают эксперты. Ил-76 – советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет, эксплуатируемый с 1975 года. Он стал первым в СССР самолетом такого класса с турбореактивными двигателями. Россия использует Ил-76 для перевозки как личного состава военных, так и тяжелой техники. Согласно открытым источникам, этот самолет способен перевозить грузы максимальной массой от 28 до 60 тонн на расстояние до 4200 км с крейсерской скоростью около 800 км в час. 24 января также произошло крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Российская сторона утверждала, что на борту находились украинские военнопленные, однако Украина эти заявления не подтверждает, поскольку Россия не предоставила никаких доказательств. А 23 февраля воздушные силы Украины уничтожили российский самолет А-50У, созданный на базе военно-транспортного Ил-76. Это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, предназначенный для сопровождения воздушных целей и координации действий истребителей для нанесения ракетных ударов.